Всем привет! Сегодня мы с вами находимся в Колдыге. Мы не могли не приехать в этот теплый апрельский день сюда, потому что каждый год в конце апреля, начале мая рыба плывет вверх по течению и прыгает по водопаду вверх, чтобы отнереститься. Давайте вместе с вами сегодня исследуем Колдыгу. Она является третьим по возрасту городом в Латвии, была основана в 1242 году. Долгое время Колдыга оставалась важным торговым центром в Курземе и являлась по сути его столицей. Сейчас рядом с водопадом Вентас-Румба находится прекрасный парк с очень красивыми достопримечательностями. Там же можно отведать вкуснейшее мороженое и летом, когда становится меньше воды, прогуляться с одного берега на другой. И Вентас-Румба является самым широким водопадом в Европе. А за моей спиной вышка, которая стоила целый 1 000 000 евро. Вы можете ее посетить и увидеть прекрасный вид на город. Водопад Алексшупете, который находится в Колдыге, считается самым высоким водопадом в Латвии. Тут же рядом с водопадом находится смотровая площадка, с которой открывается отличный вид как на мост через Венту, так и на вышку, на которой мы уже с вами были. Мы приехали в необычное место – Режупес Алас. Это песчаные пещеры, которые находятся совсем недалеко от Колдыги. 3 поколения семьи Инеса Штофрегена добывали здесь белоснежный песок, который использовался для производства стекла в Илгуцемсе, куда он и вывозился. Спускаясь по деревянной лестнице, можно увидеть, на какой глубине находятся пещеры. Они представляют из себя сеть лабиринтов, в которых легко можно заблудиться, поэтому категорически не стоит туда ходить самостоятельно, а только в сопровождении гида, который там хорошо ориентируется. В пещерах круглый год неизменная температура воздуха – 8 градусов тепла, поэтому зимой здесь селятся летучие мыши 8 различных видов. В подземелье часто приезжают молодожены и проходят 3 зала – любви, веры и надежды. Ходы достаточно узкие, и людям с клаустрофобией там может быть неуютно. Для тех, кто предпочитает остаться на поверхности, есть также столики, где можно посидеть и передохнуть под тенью зонтика. Недалеко от Колдыги есть превосходное место с
Страус-Сунказа, который обязательно стоит посетить. Там можно заказать экскурсию, на которой вам подробно расскажут про жизнь животных на этой ферме. А летом там уже вылупляются маленькие страусята. Līdz tam viņi izskatās kā tur tie. Visiem ir tikai 40 gramu smadzenītes. Actiņas viņiem ir smagākas, tās sver ap 60 gramiem. Galvu zemē nebāž, jā, tas ir mīts. Realitātē, ja viņš ir nobijies, viņš vienkārši bēg projām. Ātrums 70 km/h. Un ar knābīti viņi tā kā knabā un mēģina iepazīt pasauli. Jā, tāpēc, nu, tādā ziņā baigi tuvu, ja iesiet, tad viņš ieknābās un kaut ko var izraut. Jā, gredzenu vai... Un tu šajā laikā viena mātīte var izdēt vidēji 50 olām. Tā ir 1-2 nedēļā, parasti dēļ kaut kur ap 5-4 vakarā. Olas mēs savācam, perēt neatļaujam, tāpēc, ka mums vajag maksimāli, lai kaut kas izveidojās no viņiem, jā? Šeit. Temperatūra, mums parasti tā cilvēka temperatūra, tad bišķi zemāk, tikai nedaudz nokāpis. Bet, nu jā, principā, ja ir apaugļot, tad viņi tas stāv 6 nedēļas, un tad ir mums mazāks inkubators, kur mēs viņus arī nesam, tur viņas 2 dienas padzīvo, un tad viņi iet tur tālāk. Viņas ir šitāda izmēra, svarā no 1,5 līdz 2 kg, čaumala ir 2 mm bieza, ja, tad lielākā un biezākā ola pasaulē. Jā, un tā kā 20-30 visu olas, jā, 10-12 pieauguši jau pārēst. Šitie ir rudens meties. Tad šitie mazie atkal, kas mums kopā. Tie jau mums ir kaziņi paturēt, viņi tur tāpat kā kaķīdu. Šitā te viņu netur nekā šādi, netur šādi, tikai un vienīgi šādi. Ja? Tāpēc mēs arī iesakām vienmēr saviem viesiem karpačo, un ļoti daudz šeit pabauda arī tie, kuri vispār nav baudījuši karpačo. Еще на улице Лепес есть памятник-телепорт, на котором изображен герцог Якобс, который выходит из прошлого 18 века к нам в будущего 21 век. На улице Лепес находится очень много интересных объектов. Один из таких, тут есть питьевая колонка, где можно подойти и попить воду. А чуть дальше находится игольная башня. Это часть фабрики, где раньше производились иголки. А пройдя чуть-чуть вперед по улице Лепес, мы дойдем до Кулыкского техникума, на территории которого выставлены различные красивые резные из дерева скульптуры. Там же находится очень красивая церковь. Вообще улица Лепес очень красивая, и там приятно прогуляться будет как и в солнечную погоду, так и, может быть, кому-то очень понравится в дождливую погоду. Она, безусловно, обладает своим каким-то шармом. На этой улице много различных мастерских, магазинов, аптеки и так далее. Например, в этом здании амбара 17 века сейчас находится кафе, можно зайти посидеть с интересным дизайном, покушать. На Ратушной площади можно выпить чашечку кофе вместе с Всеволодом Валтерсом. Кулдыга выделяется своим почтенным возрастом, историей и неповторимой атмосферой, с архитектурой, сохранившейся с 16 века до наших дней. Здесь практически отсутствует постмодернистская застройка, а изменения внешнего облика исторических зданий попросту запрещены.
Даже оконные рамы должны сохраняться в их оригинальном облике. А на Базнице 7, что находится на Ратушной площади, находится старейшее здание Колдыги и Курзамы. С такими вот красивыми дверьми. Ну а по дороге в Колдыгу можно заехать на интересное место, так называемый мост в никуда. Его начали строить в конце 1930-х годов, но, к сожалению, его не достроили. Он должен был связать Тукумс и Колдыгу железной дорогой. Сейчас же этот мост внесен в список европейского наследия, и к нему можно подъехать, сфотографироваться, либо снять его издалека, либо чуть поближе. Спасибо, что досмотрели наше видео. Будем рады вашим комментариям, что вам больше всего понравилось, какие, может быть, места вы бы выбрали в Кулдыке.